Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Я сегодня буду работать с джинсой. Мне пришла в голову такая идея. Она вроде бы простая, но я хочу ее проверить. Смотрите, беру обычные швейные нитки, нарисовала вот эти цветочки и иду на машинку. На машинке я выставила 4 это натяжение верхней нитки. Все настройки смотрите, да, длина стежка 2 миллиметра, это важно, вот я хотела сакцентировать ваше внимание. И вот иду, и вот так вот по одному прямо стежочку, после того, как из центра построчила, один стежок перехожу и назад возвращаюсь, очень близко к предыдущей своей строчке. И таким образом я все время возвращаюсь в центр, и у меня получается, что в центре моего цветочка строчки почаще, а кверху я их веду так, чтобы они немножечко расходились. И получается в центре цвет более густой и более насыщенный. Вот, видно уже, да? Смотрите, как здорово получается. Это несложно, это достаточно быстро. Я за пару часов всю заготовку разрисовала, если можно так сказать. И получается прям очень симпатично. Я не знаю, я решила снимать все, что я шью, все, что я пробую. Поэтому вот, вроде простенько, но интересненько получается. Но вот видите, вот такие как бы неровности из-за того, что строчила часто, но вот утюгом они исправляются. Разглаживается все это, напряжение с ткани снимается. Вот, ну а дальше, так как я утюгом прогладила, у меня стерлись мои вот эти рисунки мелковым карандашом. Я их назад восстанавливаю и буду вышивать уже обычными простыми нитками. Не пугайтесь слова вышивать, кто не умеет, это совсем не трудно, тем более нам сделать только стебелечек осталось. Девочки, я в последнее время стала забывать напоминать своим зрителям, чтобы они не забывали подписываться. А те, кто подписан, не забывали ставить лайк, пальчик вверх под видео. А те, кто смотрит в YouTube, нажмите колокольчик. Для меня очень важно, чтобы он был нажат. Тогда я буду знать, что вам пришло уведомление точно от YouTube о выходе моего нового видео. Я вышиваю теми же самыми нитками, которыми шила. Этот стежок называется стебельчатый. Он один из самых простейших, и вы совершенно легко справитесь, даже если никогда в жизни не вышивали. Я подумала, что можно было бы стебелек сделать немножечко другого оттенка, но сначала так и хотела. Но потом решила, что пусть у меня все будет одного цвета. В какой-то момент я решила, что так будет симпатичнее. Но надо пробовать, может быть и по-другому лучше тоже будет. Узелок делаю, все, закончила. Девочки, я хочу сказать, я сначала вот поэкспериментировала, конечно, прежде чем браться. Я попробовала. Я сначала почему-то думала, что мне этого будет лучше получаться лапкой для стежки. Но вот начала, ничего такого. Потом вот здесь у меня с длиной стежка 4 миллиметра. Но тоже мне как-то не пошло. И я так пробовала. В результате пришла к тому, что все-таки мне надо 2 миллиметра. И вот это. Попробовала отделку сделать вот зигзагом по краям. Но как-то вот мне показалось, что грубовато выглядит. Хотя можно использовать, имейте в виду, что может быть вам понравится вот такая отделка с зигзагом. Но у меня вот получилась неземная красота. Мне просто безумно нравится. Это очень просто. Справится любой новичок, лишь бы шила машинка прямую строчку. Вообще без проблем. И смотрите, какая получается красотища. Хоть прямо в рамку вставляй и на стенку вешай. Но вообще как можно использовать как деталь для пошива сумки. Имейте в виду, что все-таки должны быть нитки контрастные. Вот как здесь я белые, пусть даже разноцветные. Кстати, для отделки постельного белья, для украшения тоже можно такие вышивочки небольшие делать на наволочке. Прикольно будет смотреться. Но это просто вообще красотища. Мне очень нравится. Если вам тоже нравится, ставьте лайк.
Не забудьте подписаться на мой канал, пишите комментарии, я с удовольствием на них отвечаю. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.